Всем добрый день. Данное видео про сборку-разборку с целью чистки насоса DAP Divertron 1200M. В конкретном моем случае все 1200 разбираются одинаково и говорят, что 1000 разбираются также. В этом видео вы не найдете ответов ни на какой ремонт, потому что мой насос изначально исправен. Я его разбираю с целью почистить, чтобы он прослужил долго и хорошо. В электрическую часть, находящуюся в верхней части насоса, я не залезаю, не вскрываю, и вы этого не увидите. Поехали. Разборка. Соответственно, для разборки нужно Torx T20, не шестигранник, а Torx. Torx T25, крестовая отвертка, ключ на 13, шлицевая отвертка. Значит, первым делом выкручиваем 8 болтов под Torx T20 из дна. Дно у вас, скорее всего, снимется вместе с сеткой и сепаратором пластиковым. Соответственно, обратите внимание, сетка разъемная, не повредите ее, чтобы она не потеряла форму. Она защищает насос от частиц, которые его очень быстро убьют, если будут пропуски какие-то мимо сетки этой. Так, убираем дно и сетку. Дальше, как только вы сняли, вы увидите вот такую картину. У вас будет вал двигателя, из него будет из него будет торчать вот эта часть, закрученная на шайбу и гайку. Гайка с второпластовым фиксатором. По идее, при сборке обратно надо эту гайку заменить на новую. Но важно, что гайка из нержавейки, на обычную оцинкованную из магазина менять нельзя. Соответственно, откручивается она в обычную сторону, то есть против часовой стрелки. Изначально предполагается, что вы вставляете шлицевую отвертку в шлиц и ключом на 13 откручиваете гайку. В моем случае у меня железо в воде превышено в 17 раз, поэтому у меня здесь, когда я разбираю, все закисшее. То есть вот это лишь малая толика того, что остается на деталях после чистки. Здесь просто все в ржавчине настолько, что ничего само никуда не откручивается. Что я делаю в таком случае? Если я буду пытаться открутить так, как положено, я просто сорву шлицы. У меня уже отвертка несколько раз соскакивала. Я, соответственно, что предпринимаю? Я беру гайковерт. Именно гайковерт. Неважно, там у меня вот электрический, они бывают пневматические, угодно. Это не шуруповерт. Он делает гайковерт вот так. То есть он откручивает ударом, а не просто силой скручивания. Я одеваю его на гайку с ключом на 13 с головкой и за несколько раз кратковременных нажатий, как правило, срывает. Если не срывает, можно аккуратно нижнюю черную часть руками расшатать и снять. Она не закреплена никак. Важно обратить внимание, почему я говорю руками, потому что ровно после вот этого самого выступающего буртика, за который очень хочется залезть отверткой плоской, находится тонюсенький, очень нежный о-ринг. Да, то есть он вот так вот, сейчас я его одену. Если вы запихаете туда отвертку, я не знаю, там, и что угодно, там, шило или что-то, вы имеете полные шансы этот о-ринг повредить. Соответственно, насос после повреждения о-ринга будет сильно менее производительный и терять давление, да, то есть он не будет полностью эффективным. После того, как вы сняли черную штуку, вы видите вот такую картину. Здесь важно снять пластиковое кольцо, его не потерять, второпластовое. У вас будет вот такая картина, соответственно. У вас крыльчатка, уже рабочее колесо насоса, и вот так вот гайка. В таком случае я опять же одеваю гайковерт, придерживаю пальцами колесо, не отверткой, не плоскогубцами, ничем таким. Это рабочее колесо, оно крутится с большим количеством оборотов, оно худо-бедно отбалансировано, нельзя его повредить. Да? Это полипропилен, насколько я могу судить, и он достаточно нежный. То есть, если вы его схватите плоскогубцами, вы его можете поцарапать, а у каждого колеса рабочего есть прилегающая плоскость из нержавейки с обоих сторон, то есть его нельзя хватать плоскогубцами без защиты, и нельзя ему вот сюда вставлять отвертку, чтобы зафиксировать. Просто пальцами прижали. Гайковерт на ударное откручивание против часовой стрелки открутили. Откручивается гайковертом очень легко. Соответственно, дальше.
Вал шестигранный, все колеса на валу сидят свободно. То есть они не напряженная посадка, ничего такого. То есть вот если я сейчас в шлиц попаду, то есть все колеса снимаются достаточно легко. Соответственно, как правило, весь вот этот узел, он закисший. Да, если вы собрались чистить, это неспроста. Поэтому он чаще всего выходит целиком. Да, тем более он торчит на половину своей длины. И, пошатывая потихонечку, весь стянуть. Да? Если вдруг это не так, и он почему-то у вас прям закис на валу очень сильно, опять же, нельзя ковырять колеса отвертками. Нельзя чем-то там засовывать, что-то пытаться сделать. Что я делаю в таком случае? Я беру, там, например, вот в моем случае раздвижные клещи, заматываем губки изолентой обильно, чтобы они не ободрали. И, соответственно, либо хватаюсь за центр, да, вот за пластиковую часть, и опять же нежно, не пытаюсь ее там раздавить, чтобы полипропилен не лопнул. Или, если уж совсем все плохо, я пытаюсь схватиться за прилегающую часть, но тоже нежно. То есть, но заматываю, чтобы не повредить прилегающей плоскости. Соответственно, стягиваю рабочее колесо, после чего рукой выщелкиваю деталь корпуса, да, спрямляющий аппарат, так называемый. Значит, важно, у каждого этажа, у каждого куска этого корпуса есть такой же нежный урин, как на черной детали. Важно, между каждым колесом и деталью корпуса есть второпластовая шайба, не потеряйте ее. В каждый корпус вставлено на такую гуляющую посадку тоже второпластовое, то есть уплотнение. Что вот это второпластовое уплотнение, что вот это, которое вставляется в корпус, они работают по парам трения вот нержавеющим, да, по прилегающим плоскостям. Соответственно, достаточно просто понять. Широкая часть колеса всегда идет вниз, узкая часть колеса всегда идет наверх. Соответственно, в этаже, там в части корпуса у нас... Значит, в части корпуса у нас узкое отверстие, да. Второпластовая шайба одевается снизу, и у нас в этаже, соответственно, вот как вы видите, большое отверстие. Важно еще какой момент. Второпластовая шайба не плоская. Она с одной стороны плоская, с другой стороны у нее выпирающий буртик. Буртиком к колесу. То есть плоская часть трется вот о пропиленовый корпус, а буртик трется вот об этот уголком сделанный профиль, да, на колесе, вот таким образом. Соответственно, не теряем о-ринги, не ковыряем отверткой еще раз. Соответственно, сняли один этаж. Так, чтобы я тут у себя не перепутал. Сняли один этаж, положили. Точно так же стянули колесо. Не забыли второпластовую шайбу, стянули колесо, положили. Расшатали рукой, сняли очередной кусок корпуса, не забыли о-ринг, не забыли второпластовую шайбу эту. Ну и вот, предпоследнее колесо опять же тоже сняли, расшатали корпус, сняли. Вот, соответственно, отсюда мой о-ринг, который у меня тут лежит. Так, и, соответственно, точно так же последнее колесо из насосного аппарата. Дальше вы увидите прекрасную штуку. Там вот внутри колодца в глубине, на дне корпуса, да, к верхней части, вы увидите дно, вставленное вот в этот корпус, соответственно. Оно не прикручено, оно сидит только за счет уплотнительных резинок. В нем, когда вы туда заглянете, будет два отверстия. В него можно вкрутить два болта, по-моему, М5. Я туда вкручиваю просто болты из дна, ну, как сказать, ключиком. В этом нет проблем, да, торкс 20 вкрутили. В тот момент, когда вы вкрутите болты, они будут немного торчать из вот этого корпуса, да, который все еще будет прикручен. По идее, нужен обратный молоток. У меня его в хозяйстве нету. Я пошел за сарай, нашел старую полосу, согнул ее в виде П-образной такой скобы, прорезал с одной стороны прорезь и делаю следующую операцию. Соответственно, я подсовываю и по обратной стороне скобы потихонечку ударяю. Одну сторону, вторую, одну, вторую, одну, вторую, поочередно, чтобы ничего не перекосило. Выходит достаточно легко. Разбираю я не первый раз. Вытащить на себя плоскогубцами просто за болты практически невозможно. Сидит достаточно плотно.
Значит, там надо обратить внимание на что. Снаружи у нас O-ring. И вот здесь внутри, его, наверное, плохо видно, вот он подблескивает. И подскрипывает тоже O-ring. Вот он. Важно их тоже не повредить. Соответственно, после того, как мы все это сняли, у нас останется прикрученный вот этот внешний корпус, и там уже двигатель. Нижняя часть корпуса к верхней части корпуса прикручивается на болты под обычную крестовую отвертку. То есть берем крестовую биту, очень длинный удлинитель. Я откручиваю и разбираю всегда шуруповертом, собираю только от руки, чтобы нигде ничего не сорвать и почувствовать, если я в резьбу не попал. Открутили 8 болтов, пошатали корпус, сняли. Что важно, на нем тоже O-ring. При этом, несмотря на то, что профиль корпуса не круглый, колечко уплотнительное круглое. Если вдруг по какой-то причине у вас все колечки в кучу, обратите внимание на то, что колечко крышки насосной группы, оно толще, чем колечко корпуса нижней части насоса, да, хотя по диаметру они вот после того, как ты их снимаешь, они одинаковые. Отличить будет очень сложно, если вы не обратили внимание при разборке на это. Лучше, конечно, все O-ринги оставлять на своих местах, что, конечно же, очень неудобно при чистке насоса. Таким образом вы их точно не потеряете. Далее, на что обратить внимание при чистке верхней части. Значит так, поверьте на слово, вот здесь между корпусом и железным нержавеющим мотора и корпусом есть O-ring. После того, как вы открутили нижнюю часть, я не уверен, что он до конца и полностью уплотняет от влаги верхнюю часть. Поэтому, когда я отмываю вот эту часть, я ее уже не погружаю в воду. Я беру щеточку, тряпку и аккуратно здесь все счищаю, после чего сухой тряпкой протираю O-ring, продуваю его воздухом из компрессора и отдельно мою щеткой, вот там по выпуклой части идет тракт наверх. Значит, что разбираю и чищу сверху. Значит, соответственно, сверху идет у нас крышка. Как видите, я не отстегиваю шнур, хотя он там на разъеме и сальниках, потому что лишний раз не хочу повредить сальники эти и колечки, чтобы не было потом в электрическую часть протечек. Значит, крышка у нас сидит на 6 болтах под Torx T25. Да, мы их откручиваем, пошатывая руками, аккуратно снимаем. Здесь O-ring. Он сидит в пазу достаточно плотно, но имейте в виду, здесь O-ring. Толстый такой. Значит, дальше там стоит вот эта штука. Там стоит обратный клапан. Он вынимается тоже легко вот из отверстия пальцами. У него вот идет направляющая, такая как втулочка хитрой формы. Потом идет, собственно, сам обратный клапан. Да, то есть у этого насоса, у 1200-го, у М-ки как минимум, точно идет в базе обратный клапан. Обратите внимание, он достаточно нежный, на нем маленький черный O-ring внизу, потом очень нежная прозрачная резиночка, потом O-ring потолще и совсем маленькое колечко вот здесь на штоке по центру и пружиночка. Учтите, вот это еще магнит. Там не положите его какому-нибудь сильному магниту. Он взаимодействует с электрикой насоса и о чем-то ему сообщает, не знаю о чем. Далее. Вокруг этого всего лежит фильтр сетчатый. С ним тоже надо быть аккуратным. Его тоже надо почистить, потому что он из выходного тракта насоса перепускает воду в электронику. 1200 модель М как минимум идет с защитой от сухого хода и с реле давления в сборе. То есть это по сути не просто насос, а насосная станция. Тут и обратный клапан, и реле давления, и защита от сухого хода. Поэтому это надо все будет помыть, собрать в обратном порядке. Так, сейчас я отложу, чтобы не потерять. Соответственно, при сборке, как я уже говорил, протираем, просушиваем обязательно вот этот O-ring. Дальше не забываем O-ring корпуса. Болты под крестовую отвертку прикручиваем низ корпуса. Дальше выкручиваем болты из крышки насосной группы. Берем аккуратненько, засовываем рукой докуда идет. Потом берем деревяшечный брусочек, деревянный. И по чуть-чуть по сторонам осаживаем его до конца.
Ни в коем случае не упираем брусок. Можно даже вот эту шайбу отстегнуть. Ну, то есть она вот здесь нажимается на усики и вытаскивается. То есть можно эту шайбу даже отстегнуть от греха и аккуратно осадить крышку до конца. Она за счет внешнего колечка будет идти туго, но в тот момент, когда она дойдет до нижней части насоса и упрется вот этим урингом, она пойдет совсем туго. Поэтому аккуратненько деревяшечным брусочком подстукиваем до того, как она осядет. Значит, как понять, осела она или нет? Когда она осела до конца, вы увидите примерно вот такую картину. То есть на расстоянии там 4-5 мм от края фторопластовой шайбы вы будете видеть вот эту железную отсекающую шайбу. Соответственно, понятно, да, что вот он дошел, когда вы осаживаете, вот он дошел по внешнему корпусу до мотора и уперся в него. И это еще не осело. То есть до маразма, если прям совсем не идет и вы боитесь, можно взять сантехнический вазелин, который потом высыхает, и вот это колечко аккуратно промазать. Или там какую-нибудь силиконовую, не разрушающую резиновую уплотнитель или смазку. То есть обязательно, чтобы она не разъела. Никакого моторного масла, которое сожжет эту резину, не должно быть. Собственно, после чего собираете в обратном порядке насосную группу. Я предпочитаю собирать ее постепенно. То есть я не беру ее пачкой и не пытаюсь засунуть. Во-первых, потому что колеса рабочие могли сместиться, и вы не попадете в шлицы. Во-вторых, я каждый раз поправляю здесь резиночку и внимательно отношусь к каждой резиночке, проверяю последовательность каждой шайбы, чтобы точно все сошлось. После чего, после установки уже черной вот этой дна насосной группы, в идеале мы берем новую гайку, нержавеющую с фторопластовой фиксатором, не забываем шайбу. И самый важный момент: после того, как мы одели последнее колесо, оно не должно сильно выпирать за упор на валу. То есть если оно у вас сильно торчит на резьбу, значит вы где-то куда-то не попали, либо не осадили крышку насосной группы, либо неправильно собрали колеса. Еще раз проверьте. Нигде вот здесь не должно быть зазоров. Вся эта группа, я сейчас не буду защелкивать, чтобы резинки не насиловать, но вся эта группа собирается без зазоров. Вот, если вы все нормально собрали, она у вас выпирает буквально чуть-чуть. Одеваете шайбу, одеваете гайку и затягиваете. Я точно так же затягиваю шуруповертом без экстрима, что называется, на пару-тройку ударов. Потом беру ключ и проверяю ключом на всякий случай. То есть тоже не использую шлиц, потому что я его уже тут повредил немного, не хочу доконать. Придерживаю колесо пальцами, проверяю ключом. Если меня все устраивает, все. Дальше в обратном порядке сепаратор и дно. Я сразу наживляю туда болты, потому что болты должны пройти сквозь сепаратор вот этот. Да, и надо понять, что еще у сепаратора есть вот эти пластиковые усики. И пластиковые усики ложатся на корпусе в специальные выемки. Обратите внимание, потому что все пластиковое, оно может сломаться, поэтому нежно. Точно так же надо проконтролировать, что сетка... так, сейчас я беру. Сетка села вот сюда во внешний паз. Тут нет никаких уплотнительных колечек. И точно так же. То есть я что делаю, как правило? Я когда эту все уже подсобрал и начинаю засовывать, я вкладываю сетку швом наверх, чтобы я его обязательно видел. Проверяю пальцами снизу по дну. Проверяю пальцами по корпусу насоса. Если я вижу, что все сидит, все, беру уже ручной ключ, никакого шуруповерта. Ну, в смысле, у меня есть другой ключ такой с ручкой. И, соответственно, затягиваю уже торкс. Ну, сборка верхней части, там вообще все просто. Все просто почистили, ставили обратно, закрутили 6 болтов. Все, условно, насос почищен. Значит, зачем вообще чистить насос? Лирическая часть, содержательной информации не будет. Если вам интересен был только сборка-разборка, можете включать видео. У меня превышенное железо в 17 раз. Насос обрастает огромным коррозийным налетом, вот этим рыжим. И, что важно, да, то есть принцип насоса какой? Он забирает вот этой центральной прорезью воду и выбрасывает ее с колес в сторону. Соответственно,
Вот видите, да, то есть он с самой нижней части забрал центром, выбросил в стороны. В сторонах в каждом этаже насосной группы есть спрямляющий аппарат, куда попадает водичка и перетекает в центральную часть. То есть вот здесь внутри и корпуса, и каждого колеса в отдельности очень узкий канал. И он зарастает ржавчиной просто очень сильно. Насос теряет свою производительность. Двигатель, хоть это и не ржавейка, все равно налет на нее осаживается. То есть она сама не ржавеет, но налет ржавый осаживается, такой прям вязкий, как желе. И ухудшается охлаждение. Поэтому на текущий момент я его разбираю. Вот у меня тут еще глина тоже осаживается. На текущий момент я его разбираю, каждый раз чищу, примерно раз в год. Но планирую взять у знакомого ультразвуковую ванну и в лимонной кислоте, в растворе лимонной кислоты, соответственно. Лимонная кислота — это просто пищевая добавка обычная. Хочу промыть все колеса, потому что, естественно, я не имею возможности прочистить внутри, а я не лазю туда механически, чтобы не повредить колеса. Вот, соответственно, таким образом насосу, по-моему, 5-й год. Работает он в отвратительных условиях. Да, в условиях колодца и в условиях отвратительной воды с огромным количеством железа и других примесей, которые не идут ему на пользу. Но он все еще работает, не сгорел. Никакой его функционал из строя не вышел. Все, всем спасибо.